Всем привет! Рада вас видеть! В этом видео будем шить с вами очень интересные бортики для кроватки. Эти бортики подходят на круглоовальную кроватку и на кроватку 120-60. Посмотрите, у меня здесь уже готовые заготовки из панелей. Здесь есть вот такие вот линии, по которым можно все разрезать, и уже готовые будут квадраты. Вы часто спрашиваете, где можно приобрести ткани, и я рекомендую вам такой магазинчик Unique Shop 24. Это проверенный магазин, я там покупаю ткани уже давно и рекомендую вам. Есть совершенно разные расцветки, разные панели, можно заказать печать любого формата, и любой принт вам напечатают. Все ссылки на магазин я оставлю в описании под видео. Для бортиков мне потребуется всего 4 таких панели. Обратите внимание, что панели они идут с запасом. То есть вы сможете выбрать нужный вам размер, если, например, кроватка у вас нестандартная. Я оснаравливаю эти квадраты и выкраиваю 33 на 33 сантиметра. Заготавливаю 4 штуки из панелей. И нужно мне подготовить 12 квадратов из однотонной ткани. То есть у меня будет 4 бортика с рисунками и 4 бортика из однотонной ткани. Вторую ткань я взяла хлопок 100% нежно-розового цвета. И получится такой вот красивый комплект. Вот что у меня получилось. 4 штуки с мышатами заготовки и 12 штук из однотонной ткани. Я буду шить 8 подушек. Затем нужно обязательно найти долевую нить, чтобы все нити шли в одну сторону. И прикладываем лицом к лицу одну часть нежно-розового цвета и с рисунком. И также я буду использовать в качестве завязок вот такую вот репсовую ленту. Вы можете взять также либо репсовую, либо сшить завязки из хлопка на ваше усмотрение. Репсовая лента, она достаточно прочная, и можно использовать ее в такие подушки. Самые простые, незамысловатые, тоже будут хорошо смотреться. Заготавливаю 16 таких завязок. К серединке я поставила себе отметки, прикладываю репсовую ленту и скалываю иголками. Затем подушку скалываем по всему периметру и снизу оставляю небольшое отверстие, чтобы потом подушку вывернуть. Оставляйте такое отверстие, чтобы прошла ваша рука. Не сильно маленькое отверстие, потому что если будет сильно маленькое, то подушка в этом месте растянется и будет неаккуратно смотреться потом. Попробуйте сшить такие бортики, очень интересный вариант и простой. Попробуйте сшить, даже если никогда не пробовали. У вас обязательно все получится с помощью этих видео. Затем идем за машинку. На ширину лапки прокладываю строчку. На припуске я закладывала 1 сантиметр. Там, где завязки, обратите внимание, я делаю закрепку, то есть я прохожусь вперед, назад и снова вперед. То есть завязки, они прочно будут вшиты в бортик. Когда все бортики прошиты, их выворачиваем на лицевую сторону, аккуратно выправляем все уголки и нужно их отутюжить. Так будет удобнее намного вам потом закрывать отверстия, через которые выворачивали. То есть все припуски, они заутюжатся, да и бортики будут смотреться так намного аккуратней. Выворачиваем и идем на утюг. Вот посмотрите, здесь у меня они уже готовы, отутюжены. Припуски вовнутрь подогнуты. И я наполняю подушку. У меня здесь рассыпной холофайбер первого сорта. Я наполняю подушку плотно, чтобы она такая была упругая. Сначала наполняем уголки, затем по бокам и в самом конце наполняем серединку и нижнее отверстие.
И вот посмотрите, насколько она получается упругая, плотно набита. И перехожу ко второй подушке. Также сначала уголки набиваем, боковушки и серединку. И в конце, вот здесь посмотрите, поскольку припуски уже у нас утюжены вовнутрь, будет легко проложить строчку в самый край. Я закрываю на машинке, отступая от края 0,1-0,2 сантиметра. Снова идем на утюг. От середины к краям утюжим. Придаем форму подушки. После стирки они также будут немножечко сбиваться, то есть наполнитель будет распушаться, но сам наполнитель, он комком не будет браться, потому что это рассыпной холофайбер. И когда вы отутюжите подушки, они будут выглядеть вот так же красиво, как новенькие. На однотонных подушках я решила поставить вот такие вот бусинки небольшие. Можете поставить пуговицы, либо такие же бусинки, либо просто сделать стяжку ниткой с иголкой. И на серединку я сначала так плотно прошиваю насквозь, укрепляю это место, а затем беру бусинку с одной стороны и поставлю бусинку с другой стороны. И посмотрите, с другой стороны, даже если не было бы бусинки, там нету такого сильного отверстия, да, как бы дырочки, потому что многие как-то мне писали, то что остается там дырочка. То есть это отверстие можно закрыть также вот либо бусиной, либо прозрачной пуговицей на свое усмотрение, если таковое отверстие получается. Хорошо затягиваю, раза 3-4 делаю вот такие вот стежки и срезаю. Получается аккуратненькая, красивая подушка и очень интересно смотрится. То есть, казалось бы, просто однотонная, да, но мы ее украсили бусинкой, и получается вот такой вот нарядный и очень нежный комплект. Шьется достаточно просто, а посмотрите, как получается, очень даже красиво. Такие мышата нежные. Получился комплект для девочки. Также к комплекту можно сшить и одеялки, и гнездышко. Посмотрите, вот здесь вот у меня есть такое вот гнездышко. Его мы шили с вами в прошлых видео. Это гнездышко со съемным матрасом. Матрас идет на потайной молнии. И шили также простынь на резинке. Все видео я оставляю в описании под этим видео. Вы все сможете посмотреть их на моем канале. Спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. И оставляйте комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока.